Лондонский Арсенал уничтожил Ливерпуль. Огненная концовка в Мадриде. Интер уходит в отрыв. ПСЖ определился с заменой для Кильяна Мбаппе. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Журналист The Athletic Сэм Ли предоставил информацию о возможных трансферных целях Манчестер Сити на это лето. Первой опцией является Савио, выступающий в аренде за Жирону из Труа. Оба клуба входят в систему City Football Group, так что переход бразильца будет легко организовать. Информация о потенциальном решении Сити забрать игрока была еще раньше. У него 7+7 по системе Goal + Pass в 26 матчах сезона. Также горожане интересуются двумя футболистами Баварии – Йозуа Кимихом и Джамалом Мусиалой. У первого контракт истекает летом 25-го, а у второго летом 26-го. Что касается Кимиха, то в январе клуб отказался от идеи его подписания, но может вернуться к ней в конце сезона. Трансфер Мусиалы станет вероятным, если он не договорится о новом соглашении с мюнхенцами. Главный тренер Барселоны Хави возьмет творческий отпуск, когда покинет клуб летом, сообщает АС. Он без перерыва в футболе с 98 года, когда дебютировал на профессиональном уровне. Затем завершил карьеру футболиста в 19-м и сразу же возглавил Аль-Сад, а из него перешел в Барселону в 21-м. Теперь он хочет взять паузу и провести время с семьей, сообщает источник. По возвращению в футбол Хави мечтает стать тренером клуба из АПЛ, но не исключал бы варианты работы в серии А и Бундеслиге. Отпуск специалиста будет длиться примерно год, но срок будет зависеть от предложений. Хави заявлял, что не исключает и возвращение в Барселону, но источник утверждает, что это больше касается долгосрочной перспективы. Варианты с работой в экзотических чемпионатах не интересуют тренера. Он уже работал в Катаре и отклонил идею Серхио Бускетса возглавить Интер Майами. Маурицио Сарри может покинуть Лацио летом. Как стало известно, специалист не вполне доволен проектом и намерен по окончании сезона обсудить с президентом Клаудио Латито свое будущее. Милан, зная о сомнениях Сарри, стал рассматривать его как основную альтернативу Антонио Конте, главному претенденту на пост тренера. Также позвать Маурицио может Фиорентина, если расстанется с Винченцо Итальяно. Кильян Мбаппе отказался от повышения зарплаты в ПСЖ ради перехода в Реал. Ранее стало известно, что французский нападающий принял решение покинуть ПСЖ и присоединиться к Реалу. По информации ESPN, Кильян отклонил предложение парижского клуба о повышении зарплаты. Сейчас он зарабатывает 72 миллиона евро в год. Покинув ПСЖ на правах свободного агента, он откажется от бонусов на сумму около 100 миллионов евро. Отмечается, что Кильян еще не проинформировал руководство парижан о своем решении. Клуб разрабатывал два возможных сценария, как на случай ухода игрока, так и на случай продления контракта. Если футболист покинет клуб, то на его замену могут купить Рафаэла Лиау. Парижане скорее попытаются приобрести португальца, а не форварда Наполи Виктора Осимхена, поскольку Лиау играет левого вингера на той же позиции, что и Мбаппе, полагает Футбол Италия. Отступные за Лиау в Милане составляют около 175 миллионов евро. А по сведениям французского журналиста Лоуренса Жульена, Мбаппе на следующей неделе выступит с официальным заявлением, в котором сообщит о подписании контракта с мадридским клубом. Бруно Фернандеш отказался переходить в Саудовскую Аравию. Полузащитник МЮ получил астрономическое предложение от Аль-Хиляля этой зимой, но отклонил его, сообщает Рекорд. Португалец решил остаться в европейском футболе. Этим летом Аль-Хиляль снова попробует подписать 29-летнего игрока. 35-летний нападающий Барселоны Роберт Левандовский планирует продолжить карьеру в каталонском клубе, однако для футболиста важно, чтобы руководство синегранатовых могло предложить ему сильный спортивный проект. Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, боссы Барселоны также изъявляют желание сохранить польского нападающего в команде как минимум до конца его действующего контракта, который рассчитан до лета 26-го. В каталонском клубе отмечают хорошую физическую форму Левандовского и низкую травматичность. Подчеркивается, что в случае, если сам нападающий сообщит руководству о желании перейти в другой клуб, оно не станет мешать из уважения к Левандовскому.
Спортивный директор дортмундской Боруссии Себастьян Кель рассказал, сможет ли немецкий клуб по окончании нынешнего сезона выкупить вингера Манчестер Юнайтед Джейдена Санчо и защитника Челси Яна Матсена, выступающих за шмелей на правах аренды. Было нереально договориться с Челси и МЮ об опции выкупа этих двух футболистов. Да, мы действительно были в этом заинтересованы, однако наша переговорная позиция не была сильной. Поэтому пока что довольствуемся арендой Санчо и Матсена, приводит слова Келя журналист Фабрицио Романо. После зимнего перехода на счету Санчо 3 матча за Боруссию во всех турнирах, в которых он отметился 2 голевыми передачами. Матсен провел 4 игры, сумев оформить 1 ассист. Вчера прошел матч 23-го тура английской премьер-лиги, в котором встречались Арсенал и Ливерпуль. В начале первого тайма на 14-й минуте Букайо Сака открыл счет в матче, выведя Арсенал вперед. В самой концовке первой половины на 48-й минуте защитник канониров Габриэль Магальяеш срезал мяч в свои ворота, благодаря чему Ливерпуль сравнял. Во втором тайме на 67-й минуте Габриэль Мартинелли вновь вывел Арсенал вперед, после грубой ошибки вратаря гостей Алисона. В самой концовке на 92-й Леонардо Тросард забил 3-й гол канониров, установив окончательный счет встречи 3-1. После этого матча Арсенал набрал 49 очков и поднялся на 2-е место в таблице английской премьер-лиги. Ливерпуль же остался на первой строчке, имея в своем активе 51 очко за 23 игры. Этой ночью состоялся матч 23-го тура итальянской серии А, в котором встречались Интер и Ювентус. Миланский клуб добыл минимальную победу со счетом 1-0. На 37-й минуте Интер забил единственный гол. Мяч в свои ворота срезал защитник Ювентуса Федерико Гатти. На данный момент Интер занимает первое место в турнирной таблице. Команда набрала 57 очков после 22 матчей, а Ювентус находится на 2-й строчке, заработав 53 очка после 23 игр. Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги между Реал Мадридом и Атлетико. В первом тайме на 20-й минуте Браим Диас открыл счет в матче, выведя Реал вперед. В самой концовке встречи на 93-й минуте Маркос Льоренте сравнял, вырвав ничью для Атлетико со счетом 1-1. После этого матча Реал набрал 58 очков и занимает первое место в таблице. Атлетико же после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 48 очков и расположился на 4-й строчке. В предыдущем очном поединке команды встречались в рамках Кубка Испании, где Атлетико обыграл Реал со счетом 4-2, добыв победу в дополнительное время.